И поехали. Что тут у нас? Вот ты такая. Ау. Там все равно ничего интересного не было. Угу. Фэй, внезапно без озвучки спрашивает нас: эй, я хочу кое-что спросить. Это странная девка, как ее Вай. Я видел, как она общается с ребятами из этого места. Очень подозрительно. Или что в этом подозрительного? Она обменялась информацией со многими солдатами из Ворма для начала. И она всегда смотрит по сторонам, оглядывается, когда она использует эти компьютеры. Я уверен, что эти люди из Ворма, скорее всего, повстанцы под прикрытием или что-то в этом роде. И да, она может быть выглядеть очень страшно иногда. Ладно, если честно, ты что, и правда думаешь, что у нее нет собственных мотивов? Конечно, у нее есть собственные мотивы, господи, да. Да, у нее есть собственные мотивы, но это не изменит то, как я отношусь к миссии. Похоже, ты стал не такой ведомый, как раньше. Так какие, по-твоему, ее настоящие мотивы? Она, наверное, попытается забрать фрагмент у меня, когда я их всех соберу. Возможно, и так. Просто будь на страже. И последнее, то, что я хочу, это чтобы она поставил наше королевство, в общем, под полное уничтожение, забрав себе наше оружие победы. Если я увижу, что она делает что-то еще странное, я дам тебе знать. Звучит неплохо, спасибо. Увидимся, Талия. Мне нравится то, что у нее трусы в виде котиков. Ну или, как это, не трусы, а такие шорты. This is splendid. The bids are rising faster than I ever expected. Thanks to that tip about the backdoor entry I got from... Oh! Marvelous! I think that's a fine enough price. So cutting it off here should be quite... satisfactory. What's that? None of the other assassins can bid now. How troublesome for them. It looks as if I'll have to take on the burdensome task of accepting the generous bid to sever Nelson. After all, I couldn't bear the idea of such a brutish, savage man walking free. Тут ассасины делают ставки на то, кто окончит жизнь несчастного Нельсона. И тут автор этой записи сумел сделать последнюю ставку. Such an innocent, peaceful, weekend scared Celeste needs to be avenged. And avenge him I shall. The bountiful, overflowing coffers that will be bestowed upon me by the worm, the World Organization, is of no importance to me. Now then, to work. Triangulating his position. According to eyewitness reports on the Assassination Network. Yes, efficiently done, if I may say. Just a quick cleanup of my Assassination Network algorithm suggestions. Done. It looks like I'm off to catch him in the act and receive my reward. Видимо, от Нельсона хотят избавиться от того, что он как-то напугал целоста какого-то пришельца этого. There he is. Just a quick paralyzing shot, and... Hey, fellow assassins! What brings you here today? Nelson, you say? But I won the bid for him fair and square. Hold on.
Stop. Don't get any closer. This is a violation of the assassination protocols. I'll take this up Вау, with the он даже о hosts. себе позаботиться не может. Короче, он телепортировался к своей цели, уже собирался сделать свою работу ассасина. Тут появился другой ассасин, который пришел тоже за Нельсоном. И избавился от первого ассасина, который оказался сучкой, потому что у него было куча времени подготовиться к его атаке, что он не сделал. Ла-ла-ла. И так смешно бегают по беговой дорожке. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. I can't believe they haven't figured out what's going on all this time. Nearly a year of sabotage, and they're still blaming the rebels for this. I was so afraid to start keeping a journal of my successful attempts. But if you're reading this, you'll know it's the best choice I've ever made. I get such a charge out of ruining their work. The rush from the risks involved is amazing. Cross-dressing and feeding the Gratters incorrect data to ruin them is one thing. But then there's the risk of keeping this journal too. Этот придурок саботировал работу в мировой организации и все свои дела повесил на повстанцев. И ему настолько надоело то, что он постоянно все успешно проворачивает, то, что начал еще журнал вести. Really? It's making through the workday so much more bearable. Ugh, those rejects have no idea how to design a gratter. Hearing them come up with the worst ideas possible, day in and day out. It's so satisfying to ruin their awful prototypes. Maybe, if they'll listen to me for once, we'd actually make some progress around here. But I digress. You're here to see me putting these machines out of their misery. So let's get back to that subject. Though, it's a shame my dress got ruined tonight, but it withstood 50 gratters. That's a pretty good run. At least my supplier promised me they'll have me another dress by tomorrow. That Минуточку, машины. Это то, что говорит это программы, типа брейнданса. Получается то, что это машины, и он их уничтожал все это время. За сегодняшний день он уничтожил 50 штук. After 50 attempts, I figure I get right to the meat of the action. So I'm starting this entry off as the Gratters started searching for my female biometrics. And of course it'll crash by doing so in 3, 2... Wait, no. What the hell? I'm not a woman, you stupid machine! Why isn't it crashing? Why are you... Oh. Stop the recording! Dress! No! Supplier! Oh. Shit! Oh, fuck! Oh. At least that's over. Hold on. Isn't this machine supposed to... Oh. No! This is a 24-hour model! Those rejects. They'll see me like this! No! А нет, он переоделся в женщину, и когда машина осознает то, что перед ней не женщина, и она свою работу должна была выполнить, она отключается. Но в этот раз машина не осознала, что перед ней женщина, и выполнила свою работу на полную. А потом выяснилось, что это модель, которая работает 24 часа. Мне даже немного жалко этого мужика, которого очень долго будет болеть задница после этого. What a week! I got to take over for Mr. Engineer, what's his name, due to, well, some reason. I forgot why. But he can't respond now. Who cares? I'm the one calling the shots, and that means I don't have to remember why. All right! Being an engineer means I get a personal budget increase. So that's why I paid a visit to the best gratter supplier around. Sold me his best and
biggest orb gratters. Can't wait to show them off to the guys at the lab. Yeah, they'll all be envious around the lab when they see me, the first Bladebot unit, without blades for arms. Запись нового инженера. Предыдущий уже не воскреснет, поэтому новенький наслаждается своей новой зарплатой и новыми греттерами. Они же машинами для ублажения. Just gotta snap them on. Wow, they fit like a glove. Nice. Hey guys, check these out. Think any of you could wield these bad boys around the lab? That's right, no more slicing and dicing for me. It's all smashing and thrusting for this Bladebot now. I can't take it. I've got to test them out right now. I'm gonna crush this old waste down in no time at all. Activating smashing cycle. 250% power. Let's go! В данный момент он пытался использовать робота, который использует клинки для прочистки чего-то. И он использовал на 250% энергии. По-моему, он умер. Что, я не буду сражаться, честно. I tracked the fugitive to a hideout deep within the wildwoods. They had been stationed there with a few other bounties. But seeing as I was hired for only this one, I let them scamper off to some other hole in the ground. This particular woman was wanted for not only defecting from the worm, she was also the prime culprit in that recent hack job of the mainframe computer. Took out power to half the facility in one shot and kept it out for a few days. Запись охотник за головами, который охотится за женщиной, которая ушла из организации и навредила компьютеру, которому мы пытаемся навредить сейчас. When I caught up with her, she didn't put up much of a fight. She didn't seem defeated though. Carefully the whole way back to the holding cell, she claimed that what she did was just a test, and the true attack was coming soon. I didn't put much thought into it, really. I asked her out of curiosity why exactly she basically signed up for a lifetime of testing and being milked just to mildly hinder the worm. She looked at me with fire in her eyes and told me that it was all for Sieber's plan. That's all talk, more than likely, but the way she said it, man, I've seen some shit, but that stopped me in my tracks for a moment. Он поймал эту женщину, спросил, стоило ли оно того, то, что теперь ее будут доить на фабрике очень долго. Она сказала, то, что оно того стоило, это была только проверка, настоящая атака скоро случится, и все это было ради Сибера. To be honest, though, I'm a bounty hunter. I don't really have time to care about whether or not the worm gets hit with a 532nd terrorist attack this month, so long as they keep paying me. So I didn't report what she said to anyone, because I just chalked it up to some showboating by a defeated woman trying to get the last laugh. I mean, what's the worst that could happen? Он проигнорировал то, что она сказала, не передал ее слова никому о том, то, что скоро начнется настоящая атака. И мотивировал тем, то, что, господи, да что она может сделать? Как не может быть, чтобы все стало еще хуже. По крайней мере, ему платят, и это самое главное. И оценивают. А что здесь? Я могу предположить то, что ты не специально сюда запрыгнула, да? Но, если честно, я никогда раньше не делал таких проемов на фабрике, поэтому я подумал, что здесь может быть что-то необычное. Ты не первый, кто так подумал, но нет, здесь ничего нет. Господи, эта игра, она просто великолепна. Ну и поскольку ты здесь застряла, я думаю, что я попробую тебя телепортировать отсюда. Да, в ближайшую местность. Но это займет несколько минут. Погоди, а как это займет несколько минут?
sensors aren't jammed, so I'm not shielded from them. I've got to get some of our spies to distract the grunts nearby while I extract you. Но поскольку меня могут обнаружить, мне нужно, чтобы бугаев отвлекли, пока я пытаюсь себя достать отсюда. Oh, okay. I А, understand. ладно, I понимаю. guess I'll just, wait Тогда я, then. наверное, подожду. Sorry about all this. Извини за все это. It's fine. Всё I в can't порядке. be mad about you being curious. Я не могу злиться на Just stay тебя on за task from любопытство. now on, all right, Tali? Просто продолжай свою работу, ладно? Я скоро здесь буду. Wow, it's a tight fit in here. О, а здесь Coast is туго. clear. Teleporting you back now. Ладно, проход открыт, телепортирую. Now don't go falling in that pit again, okay, Tali? И больше туда не прыгай, And I'll be ладно? waiting for you up ahead at the milk chamber. Продолжаем зачищать этот молокозавод. Где молоко добывают из женщин. Где доят женщин. Ладно. Мне бы, конечно, хотелось сигануть туда еще раз, но я не хочу больше злить лидера повстанцев. Hey, it's another one of those security bots. Это еще один из этих роботов. Ты помнишь, как с ними разбираться? Или тебе нужна помощь еще раз? Не, я помню. I remember. They're no problem. Но с ними не сложно. Great. Отлично. Later then, Tali. Увидимся скоро, Тали. Это было просто. Даже сказал, слишком просто. Враги здесь это просто шутка. I had to blow half my income on an omni-self to deal with the heat in there. But after digging around in some of the caverns, I found him. Gotta say, none of my usual tracking methods worked on this guy. It was kind of weird. Maybe it's just the heat making my stuff go wonky. This guy, though, like the last bounty, was pretty passive. Again, not something I'm used to dealing with. Is this some sort of new tactic by the rebels? Is there some secret meaning to the lack of resistance? Even odder, I found out that last bounty I brought in, Arazia, is actually his wife. Ugh. По-моему, тот же самый охотник за головами, который потратил кучу денег на мазь, которая поможет ему пережить высокие температуры, чтобы поймать членов повстанцев. Причем повстанцы, похоже, выбрали новую тактику. Они не сопротивляются, позволяют себя поймать. А его предыдущая цель была Аразией, и она была женой этого повстанца, которого он сейчас поймал. I mean, sure, I get it. You want to have someone to come home to. Why not just buy a gratter? It costs less money and time than dealing with a person. And when you're bored with them, you can just trash them. But I guess they're so poor out there in their encampments that they can't afford it. But there's nothing I can do about that. Nor do I want to. What I did do, though, was bring this guy in and collected quite the payday for it. He'd been stealing from the lava caches to feed some of the sellouts that have been aiding the rebels in secret. If all goes well, I might actually lead the worm to those guys, too. Maybe pick up a little bonus for that also. Короче, он сказал то, что этот парень доставил кучу проблем, и когда он его сдал, то получил хорошие деньги. И он не понимает, почему он такой со своей женой, когда ты можешь просто грейтер купить. И выкинуть, когда он тебе надоест. There's definitely worse people way up high in the worm, but the difference is that one party signs my paycheck, and the other party is how I earn that paycheck. Anyone ever makes enough money to hire me in the rebel camps, though? Well, I'd be more than happy to take that job for something completely different for once. Ему неприятно, как на него смотрят, когда он совершает свои злодеяния, точнее, свою работу. Но деньги есть деньги. Хотя он не против работать на повстанцев, потому что деньги есть деньги. To all parties who are listening, unfortunately, it seems that communications with agents Arazia and Flari has finally ceased. I remember enlisting them. Both of them worm defectors, both married in secret even while within the worm. Hearing about them really motivated all of us, and myself as well, of course, so when they activated their stomach beacons to let us know they were taken last year, I was crestfallen.
А тут агент Касс говорит про агентов Арази и Фари, тех самых, которых поймал тот чувак, которых наконец поймали. Они оба до этого были работниками Ворма и в Тане поженились. И он очень сильно расстроился, когда узнал, куда их поместили, когда они активировали свои маячки в шелудках. Luckily, because of their existing worm credentials, they were able to test multiple technologies for us. All of them constructed from materials we've stolen from worm facilities so as to blend in with their existing tech. Arazia was given a device that successfully shut down worm power for a few days, allowing us to sneak critical troops past the defenses. Our leader, Sieber, of course, was successful in initiating the final stage of his plan, thanks to this brave woman. Благодаря членству с Вормом, это позволило им проверить кое-какие технологии, которые потом украли по станции. Арази получил девайс, который позволил ей отключить защиту Ворма на несколько дней, что позволило их солдатам проникнуть внутрь. Fari, on the other hand, was tasked with trying out a cloaking device that used the wavelength of worm sensors to completely hide its presence from technology in plain sight. But we discovered it only works as long as there's no actual entities. We fear they may have upgraded or reconfigured their sensors to deal with this device, however, so we'll continue field tests of it for now. Despite this courageous couple being taken prisoner, we still have many other agents in the field testing out new tech, so chin up. Фари же пробовал технологию, которая должна его была спрятать, но его все-таки нашли. Но Каз говорит то, что все в порядке, у них еще полно агентов для пробы девайсов. He's working with an engineer of ours on the inside named Van to steal a few Darmstadt bytes of data every day from the Worm's mainframe and Dyson frame computers. With any luck, we should have some solid data kept safe in the archives once Sieber starts up his fragmenting. I mean, if anything should keep you all in good spirits, just think about what's to come in a few months. All we've sacrificed until now will be worth it. Nothing will be in vain. Короче, мы продолжим свою работу, пока Сибир наконец не активирует свои фрагменты. Все жертвы того стоили. Да здравствует повстанцы. Киви. Я получил киви. Эй, 2 готово. Осталось только 4. И пора мне делать мою работу. Ну вот и готово, пора вернуться в хаб. Погоди, я что-то увидел слева сверху. Или мне показалось. И мы вернулись. Да, кстати, ты знаешь про эти объекты, которые ты все время подбираешь? Те, которые с цветными аурами? Я бы держался подальше от тех, у которых темная аура. Что-то ощущается знакомым рядом с ними, и не в хорошем смысле. Это которые дилды и наручники всякие, вот это все. Нравится взгляд, который дала Талия вообще. Это все советы, которые я могу тебе дать на данный момент. Увидимся в конце следующего пути. Да, увидимся.